Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, сегодня будем готовить рецепт из книги о вкусной и здоровой пище 1939 года издания. Будет блюдо крупенник из гречки. Рецепт должен получиться очень вкусным. Вот ингредиенты. Как видите, здесь присутствует сахар. Но я как-то не представляю себе гречку и сахар. Сладкая гречка, ну как-то вообще не коннектится у меня. Потому я буду готовить без сахара. Поехали! В кастрюлю наливаем молоко. Чем жирнее, тем лучше. Включаем плиту. Доводим молоко до кипения и всыпаем промытую гречку. Так как гречка варится в молоке, следите за ее приготовлением, чтобы молоко не убежало. Время от времени помешивайте. Ну и пока гречка варится, подготовим творог. Раньше творог протирали сквозь сито, ну а так как у меня есть погружной блендер, я просто творог измельчу блендером. Вот так. И пока есть время, подготовлю форму для выпекания. У меня форма диаметром 20 сантиметров, я ее смазываю сливочным маслом и присыпаю панировочными сухарями. Распределяем сухари по всей поверхности, чтобы сухарики были и на дне, и на стенках. Гречка у нас все еще варится. Видите, как только поднимается пена, помешали. Тогда молоко у нас никуда не убежит и плита останется чистой. Как только молоко уйдет с поверхности, переключаем плиту на минимальный огонь, накрываем крышкой и готовим до полной готовности. В конце добавляем сливочное масло, перемешиваем кашу. Гречка готова, перекладываем ее к творогу и перемешиваем. Половину подготовленной сметаны добавляем в гречку и опять перемешиваем. Добавляем 2 куриных яйца. Еще раз перемешиваем. Вот такой консистенции должна получиться каша. И перекладываем эту кашу в форму для запекания. Разравниваем ее при помощи ложки. Оставшуюся сметану выкладываем на гречку и разравниваем по всей поверхности. Растапливаем сливочное масло в микроволновке и распределяем масло тоже по поверхности. Вот таким образом. И теперь отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, нагрев вверх-вниз, и запекаем 40-50 минут, пока верх слегка не зарумянится. У меня прошло 50 минут, крупенник готов. Достаем его из духовки, даем минут 10 постоять. Так как у меня разъемная форма, снимаем кольцо, отрезаем кусочек крупенника. Он получается как пирог. Смотрите, какой великолепный. Перекладываем на тарелку. К такому крупеннику нужно подать растопленное сливочное масло, но мне больше нравится со сметаной. Сметана здесь подходит прям идеально. Вот и все, остается только попробовать. Отламываем кусочек и пробуем. Что и требовалось доказать. Рецептик шикарнейший. Гречечка, ну прям настоящий пирог. Вкуснятина вкуснотейшая. Обязательно приготовьте и порадуйте своих родных и близких. Особенно если вам надоела обыкновенная гречка. А я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока.